Летом прошлого года осуществилась наша поездка в село под названием Качановка Прилукского района Черниговской области, известное одноименным архитектурным историческим комплексом строений, состоящим из большой усадьбы, подсобных построек, разбросанных по территории огромного парка, раскинувшегося на более чем 500 гектар, а также старинной церкви, возведенной в первой половине XIX столетия и названной в честь православного монаха Георгия Хазевита. Дворцово-парковый ансамбль «Качановка» производит неисчерпаемое впечатление после посещения. Величественная двухэтажная усадьба выстроена на возвышенности, а у ее подножия пологий склон завершается большим озером, окруженное лесом. Наслаждаясь нахождением в этом прекрасном просторе, невольно обращаешься интересом к личности ее собственника, коим был граф Петр Александрович Румянцев-Задунайский, русский военный и политический деятель, усадьбу-замок которого мы уже ранее рассматривали в селе Вишенки Новгород-Северского района Черниговской области. Ссылку на видео размещу в описании. Во второй половине XVIII столетия два близлежащих хутора Парафиевка и Качановка были переданы русской императрицей Екатериной II в дар Петру Александровичу Румянцеву-Задунайскому за достижения в службе, и где впоследствии граф приступил к обустройству собственного поместья. Его весьма причудливые идеи воплощали в жизнь известные именитые архитекторы. Дворцово-парковый комплекс в Качановке проектировал Карл Иванович Бланк, а строительством занимался Максим Клементьевич Масцепанов. В течение того же времени работы по обустройству особняка и парковой зоны завершились. Стоит отметить, что изначальный вид усадьбы значительно отличался от современного и был более схож с уже упоминаемым ранее поместьем Румянцева-Задунайского в Вишенках, напоминающий отдаленно готический замок. К сожалению, до нашего времени не сохранилось практически ничего из оригинального вида поместья и подсобных построек. После смерти Петра Александровича в 1808 году сын Румянцева-Задунайского Сергей Петрович продал недвижимость в Качановке воинскому служащему Григорию Яковлевичу Пачеке. Последний осуществил тотальную перепланировку Качановской усадьбы и парка, а уже в 1816 году оно перешло во владение супруги Пачеки, Прасковье Андреевне в девичестве Тарновской. С этого момента и вплоть до окончания XIX столетия поместье находилось в собственности потомков знатного старинного казацко-старшинского рода Тарновских. В этот период времени дворцово-парковый комплекс пережил еще несколько тотальных строек и перепланировок. Помимо этого, в стенах Качановской усадьбы хранилось множество экземпляров именитых мастеров различных видов деятельности, собранных из разнообразных уголков мира. Здесь была обустроена большая библиотека, картинная галерея, оранжерея из диковинных растений, хранилась коллекция старинного оружия и предметов художественно-прикладного искусства. Еще Качановка стала сердцем культурной жизни. В гостях у Тарновских пребывали писатель Николай Гоголь, прозаик, поэт и художник Тарас Шевченко, композитор Михаил Глинка, живописцы Илья Репин и Лев Жемчужников и другие. Кстати, сосед Тарновских Иван Михайлович Скоропадский, кто был основателем Тростенецкого дендропарка, о чем выходило видео ранее на канале, ссылку прикреплю в описании, также был завсегдатаем Качановской усадьбы. В начале 20-го столетия в результате излишне расточительной деятельности последний собственник Качановского поместья Василий Васильевич Тарновский был вынужден продать имение богатому промышленнику Павлу Ивановичу Харитоненко, обладающему огромными площадями под сахарный завод в соседнем с Качановкой селе Парафиевке. Коллекция семейных ценностей была передана Василием Тарновским Черниговскому земству,
отдельные экземпляры из которой находятся поныне в Черниговских музеях. При новом собственнике Качановский дворцово-парковый комплекс преодолевает последний этап усовершенствований, в результате обретя тот самый вид, который ныне мы имеем возможность лицезреть воочию. Последним владельцем имения в Качановке стала дочь Павла Харитоненко, Елена, после чего из-за бурно развивающихся революционных событий и становления советской власти в 1917 году поместье будет национализировано, разграблено и пребывать в упадке длительных 57 лет. На протяжении этого периода времени в разные годы на базе здания поместья находилась детская коммуна, госпиталь, здравница и санаторий. В Георгиевской церкви 1828 года постройки образован сельский клуб. Деревья из роскошного помещичьего парка отойдут на лесозаготовку, а большинство строений из дворцово-паркового комплекса будут разобраны на кирпич под собственные нужды местных жителей. Лишь в 1974 году на ценный загубленный архитектурный комплекс обратят внимание и будут начаты реставрационные работы, после проведения которых в 1981 году Качановка обретет статус государственного историко-культурного заповедника, что, впрочем, не вернет утраченные ценности, а самое главное – годы, в течение которых старинный дворцово-парковый комплекс подвергался вандализму и тотальному расхищению, результат которых мы можем наблюдать в различных видеоматериалах на данном канале. Нынче каждый желающий может посетить Качановку, представленную в современном виде, ухоженной и облагороженной. Хотя местами ощущается недостаток финансирования в виде разрушающихся элементов как самой усадьбы, так и строений, находящихся на территории парковой зоны. В комплекс услуг нынче входит паркинг прямо на территории дворцово-паркового комплекса и возможность быстрого перекуса, проведение экскурсий, мероприятий в виде свадеб или других тематических празднеств и пикников. Мы стремимся прогуляться внутри главной достопримечательности Качановки – большой усадьбы от 2 этажей с расходящимися по обе стороны от основного здания крыльями. Тут же рядом расположены 2 флигеля. Краем уха я услышала, что существует услуга организации ночлега в них, но это не точно. Внутрь усадьбы проходим через небольшую боковую дверь, расположенную слева от центрального входа. Откровенно говоря, несмотря на присутствующие указатели, сразу не разберешься, куда податься, чтобы обнаружить заветный проход в историческое прошлое Качановского поместья. Расплачиваемся за посещение и продвигаемся вдоль темного коридора в центральный зал. Согласно планировке, первый этаж усадьбы – это большое помещение, разделенное на вестибюль, где находится лестница на 2-й этаж, и, как мне сдается, гостиную. Интересно то, что каждая из этих секций имеет отдельный помпезный портал, украшенный 6 колоннами. Вход из вестибюля обращен к внутренней части усадьбы, которая словно замыкает в объятия приезжих гостей, раскинувшимися крыльями обоих корпусов. А вход со стороны гостиной смотрит на распростертые просторы леса и голубизну озера у подножия склона. Помещение гостиной опрятно, имеет свежий ремонт. Здесь размещена выставка картин современных мастеров и музейный экспонат в виде рояля XVIII столетия. Впечатлил размер дверной коробки в проеме, словно сложенный со стенок глубокого шкафа, оформленный резными деревянными панелями.
Стены вестибюля отделаны покрытием цветом и фактурой, напоминающим бежевый мрамор. Восхищает превосходно отреставрированный потолок с рельефной лепниной и тяжелыми карнизами. Очень интересны также в сочетании общего стиля помещения наличие пилястр в виде декорации стен, а еще деревянных панелей, визуально осуществляющих переход между лестничным пространством и вестибюлем. Здесь ощущается дух роскоши, несмотря на изъянность обстановки. Поднимаемся на второй этаж. Я не перестаю восхищаться потолками этого здания. Из балконного окна открывается шикарный вид на въездное пространство. Здесь было бы прекрасным влюбиться и томительно выглядывать свою судьбу вдалеке. Перемещаемся далее в небольшую комнату, уставленную различными предметами быта из прошлых времен. Мне приглянулась мраморная статуэтка, изображающая женщину, лежащую на кушетке. Всегда впечатляло, как человек может сотворить настолько утонченный силуэт из камня. Все предметы в комнате находятся в зоне, доступной для детального изучения. Можно рассмотреть тонкие детали росписи посуды, отдельные фрагменты мебели, предметов обихода, декоративные фигурки. Отдельно хочу отметить внешний вид камина и выполненные в общем стиле наддверную панель и карнизы. Кстати, весьма похожие двери мы видели в Вишенском замке Румянцева-Задунайского. Следующая комната размером чуть больше предыдущей и также содержит интересные выставочные экземпляры домашней утвари. Привлекает к себе внимание малахитовая шкатулка на столе, а еще старинный туалетный столик. Когда-то давно у меня было большое желание услышать пение граммофона вживую. К сожалению, пока такой возможности не представилось, и увиденный экземпляр такого прибора возродил минувшие хотелки. Проходим в большое просторное помещение, напоминающее бальный зал. На стенах расположены изображения бывших владельцев имения в Качановке, как, например, портрет Петра Александровича Румянцева-Задунайского и Харитоненко Елены Петровны, а также гостевавших здесь именитых людей.
Карниз под потолком содержит скульптурные силуэты ангелов среди цветов и листьев. Помещение за ним являлось банкетным залом. Тут же представлено фото интерьера примерно второй половины XIX столетия. Внимание привлекает обилие растений, которые на фоне внутреннего оформления комнаты создают атмосферу комфорта и пышности. Помпезные колонны, подпирающие перекрытие, также имеют характерную мраморную поверхность, символ роскоши и богатства. Они гармонируют вкупе с тяжелой темной мебелью. Потолок расписан иным способом, нежели мы видим на старинной фотографии, но реставраторы потрудились на славу, воссоздав аутентичный вид пространства. Эта крайняя комната, в прошлом библиотека, мне нравится обилием света. По-моему, это пока что одна из самых солнечных комнат среди всех, что мы успели увидеть. Здесь на себя обратил внимание маленький симпатичный письменный столик, кроме остальной мебели. Еще интересны старинные напольные часы, дыхание прошлой эпохи. Далее длинный коридор ведет нас в чайную комнату. На стене несколько из картин изображают внешний вид усадьбы и антураж помещения из прошлого. В фантазиях садишься за стол, подносишь к губам чашечку чая, аромат которого по комнате разносит дуновение теплого летнего ветра из открытого окна. Истинная благодать. Возвращаемся на первый этаж. Стены усадьбы в межэтажном пространстве увешаны картинами, а еще старыми советскими батареями. По сравнению с усадьбой Румянцева-Задунайского в Вишенках, здесь монтаж радиаторов выглядит весьма сносно. В комнатах находится большое количество интереснейших старинных предметов, историю которых рассказывают туристам экскурсоводы. Мы бегло ознакомились с представленной подле экспонатов информацией и двигаемся дальше.
В небольшой комнате далее по коридору находится выставка живописи. Здесь расположена репродукция известной картины Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», которую художник рисовал, находясь в том числе в Качановском поместье. Также в комнате представлены атрибуты и оружие казаков, а еще старинный сейф. Около 3 часов у нас ушло на просмотр всех представленных экспозиций в формате скорого обозрения. А это лишь малая часть того, что может предоставить туристу Качановский дворцово-парковый комплекс. Год назад мы приезжали, дабы осмотреть достопримечательности Качановского парка, и на это у нас ушло более 5 часов великолепной пешей прогулки. Тогда, ближе к вечеру, мы стали опасаться, что просто-напросто заблудимся на этих нескончаемых извилистых тропинках, вьющихся по рельефной местности между деревьев, словно загадка про лабиринты наяву. Недаром творцы стремились обрести музу в Качановском имении, ибо здесь прекрасно в любую пору года. Весной земля под ногами устлана ковром из маленьких белесых цветов, что будто звездочки выглядывают из тонкой травы, а деревья окружают путника свежими, чуть раскрывшимися листьями. Летом в парке истинное буйство природы. Зелень листвы закрывает небо над головой, а от озера доносится запах студеной воды и звук плескания уток. Осенью сад превращается в красочный сумбур, а зимой снег укрывает его белой пеленой, и все повторяется вновь и вновь, как тому велит природа. Несмотря на мирскую суету, здесь всегда царит величественное умиротворение вот уже много лет подряд, вопреки всем событиям, стремящимся нарушить этот забвенный покой.